Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартюа. Я здесь вижу, есть один чернокнижник, второй чернокнижник, и поэтому мне хочется очень сильно собрать богов плюс чернокнижников, но немножечко по-особенному. Хочу я взять жреца тройку, может даже будет потом жреца четверочку взять, вот этого орка. И будет вообще песня. Короче, идея такова, играю через чернокнижников, да, но я хочу взять и перестроиться в моменте в этих жрецов. Я думаю, это будет очень прикольно и интересно. Может быть, даже я сыграю по-другому. Может, мне придут там гоблины-мехи, и я буду немножечко выигрывать и тому подобное. О, ну вот примерно как-то так. Тиник в двойку пришел, в принципе, можно его взять, поставить. Хотелось бы, конечно, что-то еще сделать, но, в принципе, больше ничего не могу. В общем, да, в моменте перестраиваюсь в жрецов. И играю через жреца тройку. Я думаю, это будет прикольно. Можно даже на суммона будет сыграть, а можно будет сыграть не через суммона, а просто через жир этого жреца. Ну и, естественно, чернокнижника сверху поставить, потому что чтобы был какой-никакой отхил. Потому что без отхила этот жрец будет, ну, мягко говоря, так себе. Но это еще будет зависеть от того, кто будет играть против меня. Потому что если против меня будет такой серьезный противник играть, в этом вообще нет смысла никакого. Так. Лина пришла, я на самом деле хочу ее поставить, почему нет? Это я все скипну. Сопротивление к магии этот плащик тоже скипну, он бесполезный. ПП реген или 6 армора возьму, поставлю. 6 армора поставлю. На самом деле только что еще плохо, что я не выставил фигуру одну, ну ладно. Я пока думал просто что и как. Да. Тут по-любому будет кунг-фу, по-любому здесь будут ведьмаки. Ну, гадалки не ходи, по-любому это все будет. Так, чернокнижник одного взял. Это вот сюда вот так. Можно было бы воина вообще поставить, но я скипнул одного воина. Заклинание пленения как бы можно было бы взять. 2,5 секунды тьму закинуть. Либо же монорген. Возьмем пленение, а там посмотрим. Пока так. Пока меня все, в принципе, устраивает. На самом деле, хотел бы еще ее взять. Так, здесь же шаманы не намечаются. Но, по идее, шаманов здесь не должно быть. Нету шестого шамана, но если чуваку придет через панду шаман, то забудьте просто. Там чувак по-любому будет через шаманов. Также я вижу, там еще есть чувак, который через жрецов хочет сыграть. Но я надеюсь, у меня получится его переиграть. А там уже посмотрим. Понятно. Тускар. Оп! Куда он его запульнул? Ну вот куда Тиник его запульнул, вот скажите. Кстати, классное пленение вообще. Ни разу не бесполезный предмет. Сейчас еще инча подхилит. Короче, Тиник это такой бездарный персонаж, что просто лучше его не пикать вначале. Если есть возможность что-то другое собрать, то собираем что-то другое. Потому что эту бездарность нет смысла собирать. Как мы видим, бездарное. Бездарное сознание. Создание. Да. Так, жрец уже есть. Один будет играть сейчас через лустрик, потом будет ведьмаков строить. Вот это ведьмак, 100%. Это просто ведьмак головного мозга. По-другому это не назовешь. Гоблины, мехи, ну тут пока еще непонятно. Но 100% будет один кунг-фу. 100%. По расширенному пулу там еще видно, что скорее всего будет еще кто-то. Ну посмотрим. Может мне сейчас повезет, придет ко мне резак. И будет вообще все песня. Хотел бы через нежить либо что-то такое сыграть. Можно было бы через Хускара сыграть, но в этом нет смысла. Тут по-любому ведьмак будет, а ведьмак мне просто череп раскрошит так, что будь здоров. Так, и уровень возьму, чтобы Лину поставить, и чтобы у меня был баф людей. Я тогда книжек могу наролить хотя бы. Мог бы гоблинов баф поставить, но я не думаю, что гоблинов баф настолько сильный. Короче. Классно, предмет даже пересобрать не могу. Шикарно, придется терпеть. Вот чуваку пришли гоблины мехи. Он сейчас со старта будет, если он будет выигрывать, то он будет просто халявные роллы иметь и просто выносить все и вся. Вкусно, прикольно, приятно, спасибо. Ну такое. А еще, ребята, хочу у каждого из вас поблагодарить за то, что оставляете свои лайки, комментарии, потому что каждый лайк и комментарий продвигает мои ролики в рекомендации, в тренды, и они становятся намного популярнее. Поэтому, ребят, не забудьте поставить свой лайк и комментарий обязательно, чтобы помочь мне. А так еще раз всем огромное спасибо за это. Еще у нас есть телеграм-канал, где я собираю свою комьюнити. Мы там общаемся в комментариях. Плюс я пишу всякие фишки по игре. Ну и всякое такое еще.
По поводу стримов, роликах и тому подобное. Поэтому присоединяйтесь к нам. Ссылочка в комментариях, если что, будет закреплена. А, кстати, мне осталось совершенно немножко добить 1000 подписчиков. Вот прям чуть-чуть. Вот прям немножко. Всего лишь 250 человек. Поэтому, кто меня сейчас смотрит и не подписан на мой канал, я бы очень хотел вас попросить, чтобы вы подписались на мой канал. Огромное спасибо за поддержку. Так. Вот мне прям ведьмаки прут. Вот понимаете, прут и прут. Но тут уже чувак есть на ведьмаках. Просто посмотрите, ведьмак головного мозга. Ведьмаки тролли. Просто ведьмаков собирают ведьмаков. Все. Зачем пытаться на чем-то другом играть? Вообще не зачем. На самом деле, если хорошенько приходит, то я бы тоже не особо так парился. Просто бы ведьмачков бы взял бы и катал бы. А чё? Почему нет? На самом деле это тильтует эта мета, потому что вообще разнообразнее. Люди перестали думать. Просто играют на доме том же. Всегда. Во всем. Да. Ну да ладно. Играют и играют. Пусть играют. Попробуем что-нибудь интересное сделать, замутить. Книжки я сейчас юзаю для того, чтобы апнуть своих персонажей, свои фигурки и побыстрее как можно выйти в уровень. Так, не понял, ты через... Нет, ты не через жрецов, ты хочешь так поиграть. Окей. Пока я вижу, что есть один человек, который будет играть на ведьмаках-троллях. Других пока я не вижу. Тут тоже ведьмак-тролль, скорее всего. Тут, видите, тоже ведьмак собирается. Тут, скорее всего, кунг-фу панда будет, по-любому. Он прям хочет, чтобы ему кунг-фу упало, поэтому он сидит в них. Окей. Так, ну этот жрец, в принципе, мне не нужен особо. Но вообще он должен мне понадобиться в будущем. Главное просто вовремя перестроиться, когда надо. Не забыть за это, потому что если я забуду, это будет просто... А что только что произошло с волком? Почему он 3 раза кастовал свой скилл и не закастил его ни разу? А, там Клокверк был. Ладно. Опустим этот момент. Я просто только что подумал на мгновение, что он просто не захотел его кастовать. Какой-то магический образ не давал ему это сделать. Так, этих продаем. Мне так больше нравится. Баф гоблинов как-то поярче выглядит. Хотя на самом деле баф людей можно было бы поставить. Но я даже не вижу баф смысла как выставить какие-то другие сейчас. Так как там есть еще. Но, опустим момент. На самом деле у меня по экономике все очень грустно. Вот 9 раунд, у меня 12 монет. Все очень плохо. На самом деле реально на жрецах надо сыграть. Просто боги-жрецы. Шаманов здесь ну, как бы не видно, не намечаются. Груфуф. Гоблины-мехи. Понимаю. И ведьмаки. На халявных роллах он сейчас себе ведьмака возрастит. И все. И делай, что хочешь. Но единственный вариант это реально это взять. И жрецов собрать сверху. Звери сыпят просто. Когда на зверях не играют, звери сыпятся. Ну, на самом-то деле можно было бы на зверях сыграть. Просто вынести кабину им. Эх, хочется. Хочется на моей идее сыграть. Но звери идут. Рыжий лис пришел со старта. Это ж... Ну, намек. Ладно, я уже наметил себе идти через них. Вот через жрецов. Значит, идем через жрецов. Хоть и жреца пятерки здесь нет, но будем идти через жрецов. Халявные роллы, халявное все. Вот сейчас, по крайней мере, будет халявный ролл. Я его юзну. Ну вот, пока неплохо идет. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Как оно дальше пойдет, сейчас непонятно. Оп, сюда. Это нам надо. Вот эту бесполезную цепочку разбираем. Реально бесполезный предмет. О, мана плюс 40, отлично. Пока более-менее. Пока все более-менее.
Есть жрецы, есть все. Минус такой сборки в том, что меня может законтрить один предмет. Один предмет. Но тут главное вовремя перестроиться, чтобы они этого не заметили. Но если игрок хороший, то он заметит эту тему, что я тут на жрецах играю. Так, понятно. Я его не вынесу. Чего я ожидал еще? Ну, хотелось бы вынести, конечно. Или вынес. Хотя нет. Там в двойку резачок, поэтому невозможно это законтрить. Ну, то, что я говорил. В двойку резачок рулит. Ладно. Божок, иди сюда. Ставим бога одного. Можно вот так сделать. Пока не апнется в двойку. Как только он в двойку апается, так сразу. Хотя на самом деле можно будет сейчас на лустрике поиграть как-то. Там один чувак играет на лустрике, но то все. Все не то. Так, Омника задумил. Хорошо. Понятно, надо лустрик включить. Надо жрецов поставить. Надо поставить жрецов. На самом деле я бы уровень хотел взять. Чтобы Тиник просто там куда-нибудь швырял их. Так, отлично. Апгрейд есть. Ну пока так, наверное, сделать. Так, как-то. Хотя богов тогда нету. Ладно, пока так сыграем. Но КД у него быстрое, на самом деле. Сколько там КД сейчас? У него просто не такой уж полезный скилл, если честно. Есть намного полезнее скиллы. Хотя нормально так перекидывают через бедро. Отхил бы какой-то ему, вообще была бы песня. Чпунь. Ну это забавно выглядит, если честно. Ракушку стырил. Красава. Стырить ракушку. Короче, мне нужен 7 уровень. На 7 уровне мне нужно его апать прям по максимуму. Играть через него. И, возможно, все-таки взять этих чубзиков. Или не взять их. Зачем мне не нужны? Там будет один ведьмак 100%. Поэтому мне нужны будут совершенно другие предметы. Также мне нужен будет какой-то никакой, но контроль. Вот так сделаю сейчас. 4 жреца, в принципе, будет. Если что-то я разберу, поставлю. И, в принципе, 8 уровень мне все-таки понадобится. Без 8 уровня будет туговато. Без 8 будет туго. Так, здесь уже тройка тренд. А это значит, что здесь соберутся еще и эльфы сверху. А эльфы только непонятно, через кого будут, если честно. По крайней мере, я сейчас не могу понять, через кого он будет. Это забавно выглядит. Просто Тиник туда-сюда кидает их. На самом деле это настолько бесполезно сейчас, то, что он делает. Но все же. Выглядит это орно. Просто смешно. Так это еще не такое КД быстрое. Сейчас он должен кидать хорошо. На самом деле я бы лучше перестраховался. Не особо как-то я верю в этих богов. Тут, допустим, некоторые боги, ну, вообще не нужны. Вот в данной ситуации. Ладно. Одного я точно поставлю. Пусть хотя бы такой баф будет. Тут хотя бы может инча, если что, накинуть. 3,8 секунды КД. Шпуньк. Шпуньк. Кого он хилит? Тут жрец умирает, а он хилит другого. Да, мобам я, конечно, проиграл. Немножко тильтованный момент. Надо было 4 бога выставлять, он бы тогда их просто накидался. Ну хотя бы еще. Эх.
Обидно. Мобам самое тильтованное проигрывать. Самый жесткий момент мобам проигрывать. Вот самый жесткий. Нет, наверное, ничего жестче. Сейчас посмотрим, как это будет перекидка. Скипну вот этот предмет, потому что я его не хочу видеть. Так, броня или КП? На самом деле, лучше, наверное... Лучше, наверное, броня. Пока что. Две секунды. Ну, такое, конечно. Там Immortal, что такое? Что случилось с Immortal? Что такое? Там что-то такое, кто-то жесткое выбил? Хочу даже по предметам посмотреть. О, Котл. Хочется, конечно, и Котл. Я еще выиграл? Не, я проиграл, хорошо. Так, мне нужно 8. На 8 уровне я себе сделаю... Хотя на 8 я просто буду ролить. Надеюсь, что ко мне придут те, что надо, эти персонажи. Так, подождите, мне нужно сейчас внимательно посмотреть предметы на антиконтроль меня. Вдруг чего. Так, чувак есть один. Все, остальные не ролили этот предмет. Это плохо. Я надеюсь, он никогда им не выпадет в жизни, но по закону подлости он будет выпадать им просто каждый раз. Что Тиник творит, боже мой. Мемный персонаж на самом-то деле, да. Ну, польза от него, конечно, ну... Вообще минимум, если честно. Пользы от него реально минимум. К сожалению. Можно было даже продать, но не сейчас. Сейчас он мне пока что еще нужен. Да, вот ведьмак с кулончиком. Из-за того, что там один ведьмак с кулончиком, это плохо. Мне придется думать, как его контрить, как против него играть. Это будет прям тяжеловато. Два мага и эльф. Вот два мага это, конечно, жестко. Ой, я мартретку у него забрал под контроль. Ну ладно. И на этом спасибо. Эти китки через себя, это просто... Ура! Ура! Что он творит, боже? Это смешно. Мало импакта на самом деле, но это просто смешно. Я уже получал очень много по лицу. Ну, то есть... Для меня это уже не шутки. Я сейчас буду погибать просто на раз-два. Челик меня смотрит. Забирать или не забирать этот предмет? Надо, двух я под контроль-то... Забыл. Ну ладно. Кстати, он попался сейчас против меня. Тот, кто на меня только что смотрел. Так, отлично. Не трогай мою... Вот, ну. Ладно, все зависит от того, реально, сейчас какие мне предметы будут приходить. Мне, в принципе, нужен рефрешер, и мне, в принципе, нужен... Как его там? Сейчас, one момент. Мне, в принципе, нужен рефрешер 100%. И некромикон. Вот два предмета, которые мне нужны, и он хотя бы в двойку, что пришел. И будет все хорошо. Так, 4 дроля. Да нет, баф 4 троллей меня как-то не особо внушает.
А вот баф воинов немножечко внушает. В принципе, если закинуть в него эти предметы, то он долго поживет. В чем плюс? А мне нужно, чтобы он долго пожил. И от магии не знаю, как-то защищаться буду, не буду. То, что, конечно, не увидели, что я богов-жрецов собираю со старта, это не айс. Опа! Призывчик. Один призывчик жесткий. Все, когда я убиваю одного моба, я просто призываю его, это забейте. Так, отлично, апгрейд есть. Еще один апгрейд есть, хорошо. Отлично. Я бы сказал, шикарно. На самом деле не знаю, может быть даже придется без богов играть. Но насколько это будет эффективно, пока непонятно. Тут, в принципе, есть просто как играть без кого-либо. Ну, посмотрим. Так, эти предметы мне все не нужны. Хотя... Можно сыграть реально через этого жреца, если все вот наперекор пойдет. Сыграть просто через этого жреца. Ты, может, призовешь кого-то? Молодец. Стоит, смотрит, никого не призывает. В гоблины. Ну, против гоблинов тяжело будет играть. Вот мне точно будет против гоблинов тяжело играть. Может, уровень все-таки взять. Буду троих брать под контроль. Я, наверное, уровень все-таки возьму. Роллы это, конечно, хорошо. Но уровень еще выглядит вкуснее. В принципе, на самом деле, можно 4 жреца будет поставить. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, себе лондруида забрал. Хорошо. Хорошо. Отлично. На самом деле, если бы я через богов чернокнижников, думаю, играл, это была бы вообще песня. Пока что не буду апать этого жреца, в этом нет смысла. В двоечку его достаточно. Не знаю, каким образом я его вынес, но я его каким-то образом вынес. Короче, нужен этот жрец. Этого можно даже скипнуть. Богов здесь никаких нету, к сожалению. Ну, и этого тоже. Так, 4, 5. На самом деле можно сделать вот так. Кулончик не скипнул. Ах ты ж крысёныш. Чё ты кулончик не скипнул, а? Ну зачем тебе этот кулончик? Не понимаю, зачем ему этот кулончик. Вообще, ну... О. Хорош. Вот это я одобряю. Хорошо. Пока по чуть-чуть, потихонечку. Маленькими шагами мы идем к своей цели. Но мы идем к ней, это главное. Да. Этого бы орка апнуть. Было бы вообще песня. О, так вот откуда у меня Мишка. У меня Гранд-Геральт Мишку создает. Это прекрасно. В самом деле, смотрите, если мне не падает рефрешер, в принципе, достаточно мне радика будет сверху. Вот радик, это сердце, в принципе, еще каких-то пару предметов. Его в тройку, и все будет шикарно. Он будет очень много хилить. Так, это... Другой чувак, но уже с радиком. Так, ну я его керри основного вынес, поэтому, в принципе, все равно. Тяжело, конечно, играть так, но, в принципе, через этого жреца можно было бы сыграть. Можно было бы вообще поставить себе отхил какой-никакой. Так. В принципе, на одного нападаем сейчас, на вот этого. Толпой.
И все прекрасно. Так, ну не знаю. Хочется его как бы выставить, хочется. Короче, придет рефрешер и Некромикон, будет хорошо. Реально будет хорошо. Через кого ты играешь? А, ты через Трента играешь. А Трент у тебя огромный и дорогой, да? Ну, по-моему, за 6 монет я его под контроль никак не возьму. Да, за 6. Но если мне придется сейчас вот этот жрец в двойку, то будет вообще песня. Вот реально, только этого жреца не хватает, по сути. Придет он в тройку, то будет вообще все шикарно. В двойку, точнее. Тогда я смогу этого Трента под контроль брать и просто выносить спокойно. Прям будь здоров. Тут главное, чтобы он просто пришел. Просто когда он придет, вот это вот другой вопрос. Может прийти так, что все мои уже будут дохляками 10 раз. Так, эти предметы можно скипнуть, в принципе. Попробовать радик найти, либо же... Может, все-таки попробовать Некромикон найти с рефрешером. Ладно, пока подождем. Пока подождем. Опа, отлично. Вот это вот новости хорошие. Вот это вот можно рискнуть. На самом деле предмет бы... На самом деле мне этот предмет не нужен. Ну, мне нужны просто другого тира предмета. Ладно, может сейчас кто-то вылетит, и я поменяю предмет. Может быть. Не факт, конечно, но может быть. Может это вылечу я. Я беру сейчас 3 фигуры под контроль. Если приходит ко мне эльф, то я могу его Трента забрать. Если забираю Трента... О, я забрал Трента. Хорошо-то как. Главное теперь это побыстрее все делать, выносить его, иначе... Вот Трент обратно вернется под свой контроль, это будет очень плохо. Так, но безоружие, кстати, мне нужен. Ну как ты хилишь? Меня похиль, себя похиль. Себя похиль, говорю. Хватит хилить всех подряд. Хиль себя. Какой же ты неугомонный, боже мой. Как же он не хочет себя хилить? Основной ему дэмэдж дилер, он не хочет себя хилить. Понял. Хилит всех, но не себя. Ну вот я же говорю, огромный минус в этом. Просто посмотрите, сколько насумонил этот чурбан ходячий. Просто сколько ты насумонил, чурбан? Чпунг. Денежки сюда. Так, ну безоружие я точно забираю. Безоружие точно хочу оставить. Ох. Но мне молнии не нужны вообще. Ну зачем мне эти молнии? Плохо. Вот это вот то, что мне сейчас выпало, это очень-очень-очень плохо. Ух, и там... Рефрешер у чувака. У меня есть реген, есть БКБ. Ладно. О, тебя забрал под контроль. Ну, тогда... Хекс прилетел. О, как плохо Хекс прилетел. Просто потянул время сейчас. И дал время, что этот мог перевоплотиться. Класс. Обожаю, когда такое происходит, и именно что ТБ бьет меня. То есть он не бьет кого-то левого, он бьет именно меня. Вот именно вот это очень. О. Вот ненавижу, когда такое происходит. Хотя, в принципе, есть плюсы свои, но там огромные минусы. Он без шмоток перевоплотился. Так, вылетай, вылетай. Ты нужен в другой игре. Джакира. Так, стопэ. Боже, я нервничаю. Не, ну жестко, кстати, так делать. Очень жестко, я бы сказал. Чуваки на меня смотрят. Они сейчас будут кулоны эти искать первого грейда. У них ни у кого нет этого кулона, но они его сейчас будут искать. Ну, Трента, ну, допустим, этого я не заберу под свой контроль. Но есть другие. О, опять он пришел. Ну, в этот раз ты можешь перевоплотить? Ой, отлично.
Кстати, вы видели? После перевоплощения контроль... мой контроль спал. После перевоплощения. Это очень плохо. Это очень плохо. Это максимально плохо, то, что сейчас произошло. Такого я не ждал. То есть, после перевоплощения контроль падает. И это очень-очень-очень плохие новости. То есть, когда ты играешь на жрецах, ты берешь контроль ТБ, и он после перевоплощения, он теряет свой контроль. Это вообще полный бред, если честно. Ну, такого быть не должно. Это тупо. Какой дядя пришел там? Да ну... Одного не хватает. Но это реально тупо. То есть... Ну, я думаю, все и так поняли, что я имею в виду. Но это очень тупо выглядит. Очень тупо. Тут маг 5 драконов. Боже мой. Вот это еще жестче выглядит. Маг 5 драконов для меня это сейчас такая опасность. Я даже не знаю. Он меня вынести может за 3 секунды. Я уже молчу за того, что там есть еще и зверь. Тут просто мне надо убирать всех, ставить всех своих жрецов и просто забирать каким-то образом под контроль. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не, не в того. Он просто меня может вынести сейчас всех за раз. Хоть я и Тинкера к себе присумонил, но все равно. Все не то. Давай, упади мне сейчас Некромикон, либо Рефрешер. Лучше, конечно, ну, и то, и то. Так, 2 вынес, отлично. Все, можно через жир поиграть. Можно и через жир поиграть. На самом деле, можно уровень взять. Гоблины-мехи тут собрались. Хускар. Ну, кстати, Хускар, подожди, Хускар. У меня к тебе есть один вопрос. Ты 7 монет стоишь, хорошо. И у меня 7 монет стоит персонаж. Шикарно. Что будем делать? Какие у нас с тобой вопросы есть? Как мы будем это решать? Короче, сейчас смотрите. Мне нужен в идеале Радик. В идеале. И, наверное, все-таки жрецов нужно будет выставлять. У меня 3 жреца, нужно 4-го ставить. Хотя, в принципе, и так достаточно. Благодать не упала. Короче, мне нужно сейчас в идеале БКБ, Радик и Бессмертие. Я просто буду разрывать все и вся. Вот сколько КД у него сейчас? 1,7 секунды. Ну, это ж просто... огромное создание. А, ну еще главное, чтобы не фиолетовая броня упала, потому что без фиолетовой брони меня просто разорвут здесь. Мой суммонер не справится как бы с ними. Он, конечно, сильный, но не настолько, чтобы прям с ними справиться. Так, ну... Классный предмет. Берем. Есть и безоруж. Тоже хороший предмет, в идеале. Но просто здесь остались они прям такие вот, прям керри-керри. Тут есть, ну, опасные керри. Хускар, допустим. Ну, я надеюсь, что сейчас Хускара я заберу под контроль. У меня есть один жрец, который может его взять. Одного нету, один есть. И эльф. Но эльф там тоже такой жестковатый, но я надеюсь, что я тоже могу его взять под контроль. И возьму его я под контроль, и мы вынесем его. Спокойно. Ой, ну ситуация, конечно. Но я ничего не могу взять сейчас. Просто не могу. Не, я могу переделать, но просто мне нужно безоруж, как минимум на 2 керри персонажей здесь. Вот чернокнижник половый здесь вот вообще. Так, давай Хускара под контроль. Я просто представляю сейчас выражение его лица, когда такое произошло. Боже. Он делал все керри персонажа, чтобы вот такая вот тема произошла. Серьезно? Ну представьте его выражение лица сейчас. Просто... Это же жесть. Это жесть, реально жесть. Фу.
Я бы очень сильно хотел посмотреть выражение его лица. Очень сильно хотел бы посмотреть. Сейчас я на свое посмотрю, когда он меня вынесет. Это жестко. Чуть-чуть оставил ему. Там, надеюсь, никто ж не выбил себе амулеты эти первого грейда. Не, ну обезоружь прикольная тема. Не знаю, мне надо этого вундеркинда апать. Короче, если бы там Хускар был немножечко сильнее, то было бы следующее. О, нет. О, нет. Вот это нет. Вот это нет. Нет, 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 нет. Это нам не надо. Вот то, чего я опасался. Ну, а, вот Мартретка, кстати. Я надеюсь, за пару секунд он сейчас вынесет всех своих. Давай, 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 выноси, выноси, выноси. Тычка. Ах, ты же жила. Это плохо. Этого быть не должно было быть. Это очень плохо, то, что произошло. Но из плюсов есть обезоружь. У меня есть какой-либо контроль, который может, ну, немножко его подержать. Правда, мой чувак откис немножко. Это очень плохо. Ну, у него чуть-чуть. Боже, я представляю просто их выражение лица, и они такие... Как? Как это? Как это происходит? Чпуньк. -1. Хорошо. Остался маг, остался другой чувак. Все. Гениальное объяснение. Бесспорно. Ну все, если сейчас выпадает не Хускар, то я проигрываю. Если выпадает маг, то 50 на 50. Тут в зависимости от какие у него маги. Ну реально зависит от того, какие у него маги. Обезоружь мне нужен. Хотя, наверное, уже и... Кстати, наверное, не нужен. Он меня спас, этот обезоружь. Боже, ну какие шмотки у меня как бы и полезные, и в некотором моменте бесполезные. Мне бы хотелось скипнуть вот прям некоторые. Очень хотелось бы. Потому что некоторые как бы мне нужны предметы, некоторые мне вообще не нужны. Так, магов я взял у него под контроль. Каких? Котла взял, отлично. Хоть что-то на меня порадовалось. 9 магов, не радует мне вообще. Нет. Ну прекрати. Плохо. Я надеюсь, сейчас Груфус откинется. Откинься, пожалуйста. Просто откинься. Я хочу посмотреть на тебя. Просто откинься, я тебя прошу. Да не трогай моего этого жреца. Он сумонит толпу народа. Неужели ты не хочешь подраться против всей этой толпы? Ну, просто посмотри. Это ж все ради тебя все сделано было. Все, давай, до свидания. Отлично. Так. Обезоружь мне не нужен. На самом-то деле, я бы хотел, наверное, найти БКБ. Рефрешер или... Перчатка есть, есть сфера, есть... Ну, против мага я играю, поэтому мне, в принципе, чем дольше живу, тем лучше. Поэтому, в принципе, все равно сейчас как я буду, через что я буду. Единственный момент, вот прям как можно было бы сделать, это сейчас просто реально богов убрать, поставить больше жрецов. Просто брать больше фигур под контроль. Ой, шикарно сейчас произошло. Ну, сейчас хорошо произошло. Но все равно тяжело. Радика нету, очень тяжело все. Какой огромный он. Не, ну выпадет БКБ, в принципе, будет прекрасно. То есть у меня, в принципе, даже сумоны мне сейчас не нужны. Мне можно убирать всех этих жрецов. Но я просто их возьму, чтобы выносить его каким-то образом. 9 магов и 5 драконов у него. Насколько это сильно? Как по мне, это овер сильно. Овер сильно. Просто... Ну, короче. В принципе, да, мне можно эти все предметы оставить и уже просто не думать ни о чем. Мне нужен Радик и нужно бессмертие. И БКБ. Все.
Вот эти вот предметы мне нужны. С этими предметами я буду просто уничтожать. Радик мне даже не особо нужен. Мне нужны другие предметы. Поэтому радик мне не нужен. Радик мне не нужен. Все, радик мне не нужен. Это мы порешали. У него, конечно, сильно. Бесспорно сильно. Но у меня, извините, не слабо. Так, живи. Живи, говорю. Надо было бы вот этого как-то жреца поставить. Но мне просто маны регена не хватит на него. Не, ну если бы маска на отхил 5-го тира упала, было бы вообще шик. У меня бы какой-никакой, но был бы отхил по себе. Просто сумонит толпу. Опа. А, ну это же уже предмет такой себе. Этот предмет сейчас только хилит, если что, на физурон. О, кстати, у меня появился хускарик. Но толку от того хускарика. Алое сердце еще одно. Но толку от него. Рефрешер. Ну, как бы и от него толку сейчас нету, хотя... Можно вот так сделать. Не знаю, надо пробовать искать БКБ. Класс. Когда не надо, но вы не... О, БКБ. Итак. И это круто, и это круто. Но это будет круче. Я на самом деле, ну, КД, короче, не нужно мне особо здесь. Если этот сможет, то он кастанет все. Все как надо, он кастанет. Эх! Ну ладно. Иди этот... Ой-ой-ой, прилетело. Сейчас плохо, меня будет под контроль брать вечность. Да, у меня сейчас будет вечный контроль. Ну выйди на секундочку. Да, лучше взял бессмертие. Но и бессмертие было бы без толку. Но это была красивая игра на самом-то деле. Я показал ее немножко с другой стороны. Считаю, это было очень интересно. Хотя, если бы я, наверное, Пещерникова выставил, то было бы тоже очень сильно. Хотя, кто его знает. На самом деле мне предметов ну, чуть-чуть не хватило. Вот реально чуть-чуть предметов не хватило. Возможно, мне стоило... Не знаю, может там радик найти, либо маску на отхил, либо бессмертие. Хотя не знаю, напишите в комментариях, что думаете вы, чего мне не хватило. А так я считаю, игра просто была прекрасная. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставить свои лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.